Больница в центре города сияла холодным светом, будто сама стерильность здесь заменила тепло. В одной из палат наверху лежала без сознания девушка, Амелия Харт, дочь влиятельного предпринимателя. 6 недель она не открывала глаза, и десятки врачей из разных стран не могли объяснить причину ее состояния. Все анализы были идеальны, но жизнь уходила. Ее отец, Ричард Харт, привык управлять людьми, деньгами и решениями. Но теперь он стоял у окна и ничего не мог сделать, кроме как ждать. Он предлагал миллионы, вызывал лучших специалистов, но ответ оставался прежним. Никто не понимал, почему тело дочери умирает. За стеклом, среди обслуживающего персонала, работала уборщица Мария, женщина с уставшими глазами. Каждый вечер ее ждал в холле сын, худой мальчик по имени Лукас. Он сидел в коридоре с потертой тетрадью, рисовал самолеты и иногда слушал, как врачи шепчутся. Осталось ждать. Чудо. Это слово застряло в его голове. Лукас вспомнил, как мать говорила, что иногда душа может вытащить тело из мрака, если кто-то по-настоящему верит. В ту ночь, когда больница погрузилась в полумрак, мальчик, дождавшись, пока мама заснула на стуле, тихо поднялся. Он держал в руках старую книгу бабушки о дыхании жизни. Коридоры были пусты. Лукас вошел в палату. Аппараты мерно мигали, Амелия лежала неподвижно, ее кожа казалась почти прозрачной. Мальчик поставил книгу рядом и прошептал: «Пожалуйста, не уходи». Он положил руку ей на грудь и стал дышать ровно, синхронно с ее едва ощутимым дыханием. Вспомнил слова бабушки: «Не приказывай жизни, зови ее». И начал шептать не молитву, не заклинание, а просьбу, тихую и искреннюю. Сначала ничего не происходило. Потом под его ладонью дрогнула кожа. Монитор пискнул, линия дрогнула, пульс ускорился. Амелия сделала короткий вдох, первый за много недель. Когда врачи ворвались в палату, приборы уже показывали стабильные показатели. Девушка открыла глаза. Никто не понимал, что случилось. Только Лукас стоял в углу, опустив голову. На вопрос медбрата: «Что ты сделал?» Он ответил: «Просто помог ей вспомнить, как жить». Через неделю Амелия уже сидела у окна, смотрела на рассвет и дышала, будто впервые. Ее отец стал другим человеком, тихим, благодарным. Он позвал Лукаса и его мать, подарил им все, что мог: деньги, дом, обучение. Но мальчик отказался. «Мне не нужно. Главное, чтобы люди не переставали верить, даже если они не врачи». Когда он вошел в палату, Амелия улыбнулась. «Я слышала твой голос. Там, где было темно. Ты звал меня». Она благодарно посмотрела на него, и в ее глазах светилось солнце. В тот день весь персонал замер, кто-то тихо аплодировал. Директор больницы сказал: «Иногда даже 40 врачей не способны сделать то, что может одно чистое сердце». И будто в подтверждение его слов больница, прежде холодная, наполнилась светом, теплом человеческой веры.